Земля. Она вся в трещинах. Легенда говорит, это от того, что люди на ней живут неспокойно. Встать! — 1930 год. Москвачей ведут! Где? Аллах, порази этих неверных собак. Пусть падут его проклятия на их головы. Мой сын, сын мой, куда вы ведете моего сына? Отпустите его. О, он ни в чем не виноват. Что тебе? Иди прочь! Не тронь меня, иди прочь! Прочь, говорю! Все так и было. Где мой чемодан? Ты что? А? Ловите его! Ловите! Держите его! Держите! Вор! Вор! Ловите его скорей! Ловите его! Хватайте вора! Держите вора! Ловите вора! Хватайте! Не тронь его! Это мой брат. Таких братьев на железной дороге тысячи.
Их давить надо, как саранчу. Что ты хочешь? Иди. У меня не вырвешься. Садись. Два плова, чай, чуреки. Сейчас принесу. Я тоже как собак проголодав. Нашел себе собеседника. А ну, ешь. Я же знаю, ты не со свадьбы пришел. Хлеб не успел съесть, который стащил? Ешь. Не бойся, у меня есть рубль. Нельзя ли крикнуть под воду в Сырдарья? Туда теперь никто не ездит. Почему? Людям жизнь дорога. Все же крикни, может, кто и поедет. Жаль, кричать-то вам нечего. Не сомневайся, когда я громко кричу, у меня голос как у соловья. Не стоит, спасибо. Да ты не беспокойся, я с тебя много не возьму. Не, все же не стоит. Сейчас без ружья из кибитки и носа не высунешь. Вот бы смочил бы так, в лоб. Хороший стука. Вот только нет патронов. Ты из армии не привез? Нет. Англичанская, говорят. Да она учебная. Неважно. А наган у тебя есть? Нет. Эх ты, тогда тебя в ауле и делать нечего. Если с тобой по дороге что-нибудь случится, Сердар Ага шкуру с меня спустит. Ты бы лучше, парень, помотался, что ли, здесь где-нибудь по городу, пока мы с басмачами не покончим. Что же выходит, из-за басмачей я в родной аул не попаду? Эй, куда ж ты, неужели пешком? Ну, постой. Чу! Чу! Дай хотя бы нож. Держи. Бери, ешь. Да ешь. Бери, говорю. Погоди.
А синяков у тебя, я вижу, прибавилось. Поедешь со мной? Пошли. Поедем? Спроси у него. А? Чего ему от меня нужно? Вожжи, неужели не понятно? Вожжи я тебе не дам. А если очень торопишься, дом. Дай фуражку. Ну, чу. Гимнастерку тоже не мешало бы снять. А что, басмачи? А кто же? Вот у них есть патроны от моего ружья. Чу, чу. Проскочили. Стреляют они плохо. Узнаешь свой аул? Совсем не изменился. А ты думал, за 2 года мы построили социализм? Его мать? Ну как тебе объяснить? Ты ведь ничего не слышишь. Умерла. Ну пойдем, пойдем. Вот ее могила. Пойдем со мной.
Держи, куда прешь? Там же девушки. Эх, хочется подъехать к ним. Давай нарушим обычаи. Сейчас все нарушают. Не забывайся. Девушки, можно воды напить? Встает. Смотри, Бегенч вернулся. Тебя прямо не узнать. Подержи. Черкес, я вижу, ты все такой же. Налетел как басмач. Здравствуй. Я-то такой же. А ты вернулся в аул оскорблять мою честь. Я заплатил Колым за сахар. Женщина сейчас свободна. Потом как знать, Черкес, может, она будет моей невестой, а? Он его убьет. Щенок, зачем ты лезешь не в свое дело? Разве кроме тебя некому навязать по улице? Бегенч с его невестой говорил, это все видели. Да. Говорил, но теперь уж такой закон. Можно задеть твою честь и даже ограбить твой дом. Отец. Да, но ты должен молчать, ты сейчас никто. Никто. У тебя нет прав. Большое тебе спасибо, ты нам показал, каков он, ваш комсомол. Салам алейкум, дорога. Аллаху Акбар. О, алейкум ассалам. Как поживаешь? Я слышал, что Куюкбай благодарил тебя. Ты здорово помог нашему делу, молодец. Ха. Мы и так чувствуем себя, как овца в стае волков. От зари до зари трудимся, не разгибая спины, а ночью басмачи нам помогают. Видно, нам одной жизни маловато. А тут еще такие помощники из города приезжают. Кому нужно все это? Мальчишки, ты остался, хоть и в армии был. Не понимаешь?
Ты комсомолец или уже в партию вступил? Комсомолец. В армии приняли? Да. Взносы за 2 месяца не уплачены. На могиле матери был? Не думаю, чтобы она тебя за это похвалила. То, что мы собирали по капле, ты чашкой выплюснул. Молодец. Да, вам с черкезом будет честно в ауле. Мне-то ведь не привыкать. Поживем, увидим. Не страшно. Молодец. Расписку принесешь. А мазанку вашу я Сапару Батраку отдал. Зачем он вернулся в аул? А куда же ему возвращаться? Здесь он родился, здесь могила его матери. Его могила тоже будет здесь. Послушай, Олег, когда в ущелье убили учителя, черкес был в ауле или в горах? В ауле. А ты уверен в этом? Уверен, конечно. Конечно, уверен. Напрасно. А? А ну-ка, помоги. Ты даже считать не умеешь. Куйкбай тебя каждый раз обманывает. Это меня-то? Да я сам кого хочешь обману. В чем другом, а в счете меня вокруг пальца не обведешь. Тогда подумай хорошенько. Сколько кирпичей будет в 3 формах, если в каждой по 4? А чего ж тут думать в 3 формах их будет или... 9 или... Эх ты, битый кирпич, где тебя сосчитать? Ну, посуди сам. Кому ты нужен с таким умом? Как кому? Хотя бы басмачам. Ты думаешь, они меня не возьмут? А зачем ты им? Скакать верхом умеешь? Головы рубить сможешь? Это я-то? Да. Нет, не смогу. Не смогу. Ну вот видишь. Да, мне надо идти в колхоз. Хоть там меня настоящим именем называть станут. Там я буду не просто Паты, а Патышагулы Мухаммед Аглы. На. Да не так же, дай я, ну не так. Маленький, глупый. Да не так же, ну дай я. Разве кто-нибудь так хомут надевает? Видишь? Вот так. И вот так. Понял? Веди 2 коня.
Сейчас приведу. Ну-ка, поди сюда. Из каких же краев тебя к нам занесло? Сколько вас сейчас таких? Ведь, наверное, у тебя где-то есть отец с матерью. Имя какое-то было. Николай. Андрей. А может быть, Иван, а? Какие у тебя светлые волосы. А что, если тебя назвать Ахмамедом? Это значит белый Мямед. Ахмамед. Ахмамед. Ну да. Только я с Бегенчем посоветуюсь. Бегенчем. Бегенч, повтори. Бегенч. Бегенч. Бегенч, Бегенч. Ну ладно, запрягайте лошадей. Ахмамед. 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 Салам алейкум. Джигит напрасно остался в ауле. Лучше уезжай. А ну, постой. Он тебя трогал? Нет. А ты его? Нет. Учишься в школе? Уже кончил. Написать имя можешь? Нет. Не верьте, он бил его, он басмач. А правда, что он не мой? Правда. А он слышит что-нибудь? Ничего не слышит. Ну ладно. Успокойся. Они хорошие ребята. Успокойся. Ты еще с ними подружишься. Ну, хватит. Пошли. Ну. Что же это получается? Я у матери был один. И сейчас я в кибитке живу один. Скоро и в могиле буду тоже лежать один. Нет, надо идти в колхоз. Да кому ты там нужен, чувак без подметки? Так уж на роду написано. Ну, лошадка, ну! Здравствуй, Черкес. Ну, чего ты молчишь? Брось, я уж давно забыл об этом. Что, если ты поступил в отряд? Наш отряд. Ты же хочешь защищать свой аул от басмачей? Решил раскусить меня. Лучше скажи, что вылупится из него, петух или курица? Попробуй, угадай. Ничего. Оно давно протухло. За что Аллах наказал меня таким сыном? Скажи, не говорится ли в священных книгах о каком-нибудь снадобье против сумасшествия?
Причем тут священные книги, Куйкибай? Лучшего средства, чем Сохран, не придумаешь. Боюсь, что такую шальную голову даже это не охладится. Ать-ва, левый! Ать-ва, левый! 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 Ать-ва, левый! Ать-ва, левый! Ать-ва, левый! 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 Ать-ва, левый! Ать-ва, левый! Ать-ва, левый! Ать-ва, кругом! Назад! Назад! Ать-ва, левый! Ать! Посмотри на себя! Опять все кишки распустил, да? Нарочно что делаешь? Веревка такая попалась, раз 5 завязал. Веревка такая попалась. Держи. 5 завяжи, как ты. А ты что? Я тебе говорю левый, а ты все время одной правой. Разве может человек с человеком в ногу Человек, дух ногам запутался. Мужчина должен быть самостоятельным. Назад! Слушай, взял бы ты от меня эту дикую дивизию. Я не могу. Смотри, как не бьюсь с ними, ничего не выходит. На, становись. Назад! Иди сюда! Вот, видал? Ничего не понимает. Ать-два! В ногу, говорю, в ногу! Левый! Ать-два! Ать! Стой! Вояки! Ты лучше выкинь это из головы. Куйкибай еще силен. А слезы твои никому не нужны, как угасшие угли. Но тебе еще кое-кто позавидует. Ведь черкес нравится многим. Места себе не находишь, несчастная. Тебе не вырваться из этой клетки. И твои глаза тоже не увидят ни света, ни весеннего дождя. Лучше умереть, чем жить так. Приготовься, Сохра. В пятницу утром за тобой придут. Либо будешь моей, либо тебе не жить. Передай отцу. Пусть не вынуждает меня на худшее. Девочкам с мальчиками нельзя играть. Можно? Нет, нельзя. Нет, можно. Теперь можно. Да разве может кошка дружить с собакой? Может. Моя мама кошку и собаку даже из одной миски кормит. Видно, он совсем уже рассудка лишился. Что, если увидит черкес? Сохра, подожди. Я слышал, ты грамотная. Может, возьмешься учить женщин, а то они учителя стесняются. А вы не унывайте. Даже работайте то с шуткой. А что нам остается? Шутя мы родились. Шутя за других надрываемся. А вот умрем мы, пожалуй, всерьез, если не накормить нас обедом. Ничего.
Что с тобой, дочка? Ничего. Просто я разбила чайник. Мамин любимый чайник. Биссимилла. Да не спошлет тебя Аллах счастье, многих лет жизни, не меньше 20 сыновей, и пусть будет... И далее, и так далее, и тому подобное. Биссимилла. Амин. Эх ты, ослиная башка, только такой дурень, как ты, мог испортить молитву. Спасибо. Ну что ты мучаешься? Если твоя дочь станет учить женщин грамоте, твое достоинство от этого не унизится. Колым за нее заплачен, можно считать, что она уже не моя. Значит, боишься Куйкыбая? Нет, Аллаха. Не бойся. Грех я беру на свою душу. Ради чего? Ради себя. Ради людей. Ты, верно, и сам не понимаешь, что Сердару от тебя нужно. Ему трудно, людей у него мало. А у тебя вот какие руки. Но ты не торопись идти в колхоз. Они говорят, мельницу собираются строить. Может, и построить, да молоть что будут. У них всегда одни обещания, а на деле просто пустая болтовня, только людей смущает. Другое меня беспокоит, небес ага. Ведь это только в песнях так поется. Но, как это, вернись, моя молодость. Но сколько ты не пой, она все равно никогда не вернется. Что верно, то верно, Куйкыбай. Впрочем, и не это меня тревожит. Свое-то я пожил. А вот сын, горяч он, все правду ищет. Как будто в этой правде можно найти счастье. Одного только он не знает, что она такая же, как топор. Одним приносит пользу, других убивает. А сейчас он в неправедных руках и летит в них в бездонную пропасть. И первым в ней окажется наш аул. Ты еще вспомнишь мои слова. И это из-за таких, как Сердар. Колхоз ему понадобился. Собрал нищих и бездельников. Где люди? Куда все ушли? В мечети. Молятся. Почему отпустил? Они сами ушли. Говорят, даже председатель и тот молится. Идем. Это к чему? Надень. Зачем? Сейчас узнаешь. Для тебя я готов сходить на тот свет и обратно. Вот. Что там? Нет, руками не трогать. Вот. Ничего не понимаю. А почему в мешке? Невеста украл. Для тебя. Ты в своем уме? Ты подумал о том, что люди скажут? Комсомолец украл девушку. Слушай, может, ты басмач? Думаешь, я силой?
Она не хочет, чтобы ее продавали, и сама меня просила, честное слово. Эй, она тебя любит. А почему ты решил, что я обязательно на ней женюсь? Может, я ее не люблю? О, не понимаю, ну чем же она хуже других? Проснись! Живите, поживайте, да детей рожайте, пусть ваш дом полнится добром. Да чего ты так торопишься меня? Ай! Да я не хочу, чтобы ты дрался с черкезом еще и из-за девушек. А с ней теперь что делать? Домой нельзя, убьют, если узнают. Девушка, я тебе нравлюсь? А за него замуж пойдешь? Я же не для себя старался. Ты думаешь, она и вправду за меня выйдет? А мы сейчас ее спросим. Пойдешь за него замуж? Ну вот, порядок. Бегенджан, меня просто убьют, и на похороны никто не придет. Я ведь сирота. Надо что-нибудь придумать. Отведи ее назад домой. Ну так, чтобы никто не видел и не слышал. Ну, а потом поговорим. А, будь что будет. Шей, невеста. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аминь. Да услышит Аллах вашу молитву, люди, да простит ваши грехи. Аминь. Аминь. Да будет благословенна молитва ваша. Мне очень жаль, но время намаза давно уже кончилось. Побойся Аллаха, Сердар. Не мешай правоверным исполнять то, что предписано Всевышним. Я тоже почитаю Всевышнего. В небесных делах он справляется неплохо и без помощи этих людей. Но вот о земных нам самим надо подумать, Моллага. Кара Аллаха настигнет тебя за это кощунство. Коран учит. На земле ничего не совершается без ведома Аллаха. И нет таких дел, к которым он не причастен. Но Всевышний дал этим мужчинам сильные руки не только для того, чтобы молиться ему, но и чтобы трудиться. Ты что тут расселся, как посол эмира Бухарского? В колхозе работать грех. Вошел добровольно, да добровольно выйду. Работать нигде не грех. И молитве работа помешать не может. Вот не Песага, как никто усерден в молитве. И работает прилежно, разумеется, не в колхозе, а на своем поле. Таких отмечает Аллах. При чем тут я? Меня не трогайте. Сегодня у них общая земля и общий скот. А завтра будут общие кибитки, общие дети. И жены. У них тоже будут общие. Вот о чем ты думаешь, Куйкибай. Но ты боишься произнести эти страшные слова. Ты, оказывается, более слеп, чем я, Куйкибай. Таким и сдохнешь. А жена твоего сына Сурай хочет бросить мужа и растоптать твою жизнь. Это кто говорит? Я, Куйкибай. Вы нехорошие слова произносите в мечети. Ты совершаешь великий грех, прерывая священную молитву, Сердар. Ну еще больший грех. Сбивать с толку людей. За тебя и за Куйкубай работают другие. А за них кто будет работать? Аллах, что ли? Аллах вам не батрак. Ему поклоняться надо. Ну, после работы. Что же это творится? С каждым днем все больше и больше безбожников. А что будет дальше? Что будет дальше? Известно что. Конец света, конец всему. Вы вверх ногами Коран держите. Дальше мы построим мельницу и социализм.
сейчас весь мир погряз во лжи и в пороке. Не бойся, не донесу на тебя. Если останешься, погибнешь, а убежишь, муж тебя убьет. Как мячики в разные стороны люди раскатились. И все чего-то ищут бесконечно, а найти-то они ничего не могут. Думают, наверное, что они свою тень перегонят. А раздувшиеся от жадности, от жира, как мыльные пузыри лопнут, так же вот и ты лопнешь. Туда тебе и дорога. Скажи, Куйки, что родилось прежде? Слепота или же подлость? Раньше всего родилась ты, колдунья старая. Ошибаешься. Подлость людская существует с незапамятных времен. Она родилась раньше. Всех уверяет, что он всесильный. Напрасно кощунствуешь, парень. До добра это еще никого не доводило. Эссалам алейкум. Валейкум ассалам. Свадьбы не будет. Я не хочу идти против желаний своей единственной дочери. А Калым, Куйки-бай, я верну тебе сполна. Когда женщина не держит своего слова, ее прощают. Делает мужчина. Как ты сказал? Да отсохнет язык твой, да разразится гром над твоей седой головой. Опомнись, пока не поздно, ты берешь на душу великий грех. Да, свадьбы не будет. Что, не удалась твоя затея? Не думай, Сахро, я не отговаривала. Зачем? Она сама все узнает. От чужой беды своей не станет легче. Ревнуешь? Не ревную, завидую, что она тебя не любит. Любовь можно купить. Я тоже думала, что любовь можно купить. Но я не знала, Черкес, что она превращается в ненависть. Ты мерзкая гадина. Ах, так. Знай, не Аллаха надо бояться, а того, кто тебя разлюбил. Сахра не пойдет за тебя. Этому никогда не бывает. Замолчи! Сахра будет моей. Иначе и тебе не жить. Ты просто трус. Еще раз. Кричи да не так, не кричи. Да чего ж ты бестолковый? Ну, что, женщин грамоте учат? Ничего не пойму. Как это у тебя получается? Ты, наверное, пользуешься
Дутаром вместо лопаты, а? И 2 дней не прошло, как я его для тебя смастерил. Это должно быть из-за темперамента. Он сделан из такого дерева, что легче переломать руки. Как же ты? Сынок, сбегай, принеси мне кальян. Сейчас. Эх ты, непутевый. Что мне с тобой делать, просто ума не приложу. Ну ладно, так и быть, сделаю еще один. Подожди, принесу заготовку. Наконец-то дождался тебя. Здравствуй, Патман. Сердар Ага обещал мне, что он сам поговорит с твоим отцом. Он мне так сказал. Чорлы, для тебя сделаю все. Опять врешь. Клянусь, что не вру. А уж если председатель обещал, значит, так и будет. Скоро сыграем свадьбу. Не придется ломать дутары. А если я за тебя не пойду? Как это? Ты читать не умеешь. А я выйду за грамотного и не из нашего аула. Возьмет меня в город. Буду учиться. Ты что, издеваешься? Я каждый день ломаю дутары, чтоб только тебя увидеть. А ты? Вот видишь, А? специально для тебя выбрал. Будет крепче железа. Так когда вы желаете меня видеть? А я вообще не желаю тебя видеть. Спасибо, тогда я зайду послезавтра. И кому ты хочешь перехитрить? Аллах Митрюк, Здесь он, здесь. Вот он. подойди сюда. Вот. Сколько детей? 17. Они 19? А может и 19, а может и больше. Я давно их не считаю. Пусть себе бегают по земле. Приложи палец. И вот сюда. 30 метров. Получай. Отвалы пар. Подойди ко мне. Сколько детей у тебя? Ни одного. Почему? Денег нет. Распишись. 3 метра. метров. Идем, сынок. Дорогой Сердар, я ничего не могу понять. Вы по количеству детей раздаете или же как-нибудь иначе? По количеству детей. Тогда объясни, как же это получается. Если Ирану дали 18 метров, то почему мне 12? Ведь у меня столько же детей, как и у него. Да и по возрасту они такие же. Улегчак, ты все напутал. Все верно. Но у него дети как быки выросли. А твои что? Эту мелкоту можно в карман засунуть или таскать за пазухой. Если посчитать таких отцов, то народ в колхозе совсем измельчает. Так что напутал вовсе не я, а ты со своей женой. Ты лучше на себя погляди. Велика бандура, да дура. Сынок, пошли. Бандура, что такое неизвестно. Тоже мне мастер великий. Аман Шульпи. Поступили бы в колхоз, и нам бы досталось. Зачем это мне? Кого одевать? Дадут и кого одевать. Как это? Привезут из города целый арбуз женщин, и все в ауле будут женаты. Да. Кюртик Нури, Я. подойди сюда. У тебя дети есть? Нет. Раз бездетный, 3 метра. Так мало. Дорога, кто-то семена ошпарил. Ага. В чем дело? Найди сторожа. Сейчас. Эй, люди! Сеять нам нечего. Все семена ошпарены. Что это? Кто это сделал? Сердар, клянусь Аллахом, я ничего не знаю. Нет Аллаха у тебя. Под суд отдам, собачий сын.
города женщин. Пошли невесту встречать. Надвигается гроза. Она уже близко. Найдется ли силы, чтобы разогнать тучи? А ты попроси своего всемогущего Аллаха. Может быть, он отвратит от нас это бедствие. Это сделал черкес, больше некому. А я не уверен, что это сделал он. От него можно ждать чего угодно. Черт его знает. Вы у малой были? Вот идем к нему. Я точно знаю, у него есть маузер. Не какой-нибудь, а англичанский. Только сразу берите за горло, иначе он вам ни за что не отдаст его. Это мы сумеем. Смотрите, не перестарайтесь. Ладно. А куда черкес ночью уходил из аула? Не знаю. Может, поить коня? А, по-моему, кормить шакалов. Что вы делаете? Разве комсомольцы имеют право врываться в дом и рыться в чужом добре? Имеют Даже право. Коран запрещает слуге Аллаха держать оружие в своем доме. Да на что оно мне? Еще стирчит плохое. Откуда он? Будь проклят тот слуга сатаны, который подбросил его в мой благочестивый дом. Омен. Зачем ты взял его в руки? Он может выстрелить. Он и убить может. Вы же не убийцы, я знаю, вы не станете. Мы комсомольский отряд. Чтоб вы околели от жажды и голода, чтоб у вас у всех руки и ноги подсохли, чтоб у вас глаза повытекли, чтоб паралич разбил ваш отряд. Самый правоверный человек и такие негодные слова говорит. А я, мула, если б только захотел, мог бы и ругательские стихи сочинять. Да вот беда, комсомол не разрешает. Идемте. Игорис, куда же вы? Идите сюда, я вам головы подрываю. Райком не помогает, прокурор не помогает колхозу, Аллах тоже не помогает. А кто поможет? Ты не дави на меня. Я сказал нет и точка. В райкоме амбара нет, семена на базе розданы начисто. Что делать колхозу? Не знаю. А как будем? Колхоза не надо, что ли? Надо было беречь, охранять. Какого дьявола отряд мы создали? Этот парень из армии, он что, тоже не годится, что ли? Беречь надо было, беречь, охранять. Молодец. Ты же сам не разрешал. Я хотел сразу молла, солла, куй-куй-мюкуй освободить чистый колхоз. Сразу нельзя. Духовенство. Если открыто мешает делу, но ты ж за руку их не поймал, нет? Эй, духовенство, молла, солла, арабские слова какие-то читать никто не понимает, муллы сами не понимают. Народ верит Аллаху? Да. Народ никогда не верил. Народ боится Аллаха. Не верит. Значит, ты тоже боишься? Ха. Я Аллаха боялся, когда был вот таким маленьким. Сейчас я басмачей боюсь, Виктор Ага. Понятно.
Ну ладно. Семена я попрошу, чтоб тебе выдали из запасов. Возьмешь на базе, чтоб только никто не видел. Семена сейчас на вес золота. В районе 4 колхоза, и все сеют. Всем не хватает. Спасибо, Виктор Макарага. Пожалуйста. Сердар ага. Слушай, там у вас есть коммунист, у которого 2 жены. Да, есть. Один, Чарли. А чего делать? Чего делать? Черт его знает, чего делать. Наверное, дети есть? У одной жены 5 детей, у другой жены 3 детей. Он сказал, когда первую купил, она мало детей дает. Потом верблюд, знаешь, вот это, доит. Потом не может, он купил другую жену. Что делать? Обычаи. Да. Не выгонять же теперь. Обычай. Виктор, а коммунист Колым может платить? Вот еще с этим Колымом. Горе какое-то. Ну, конечно, нет. Но нельзя отпугивать людей. Надо им разъяснять нашу политику. А то мы с тобой тут таких дров наломаем, Сердар-ага. А вообще, что ты у меня спрашиваешь? Я не знаю. Я бы не платил. И вообще, думай сам. Да, думай. Ну, на, получай. Но имей в виду, 2-й раз лучше не приходи. Спасибо. Я тебе вот что скажу. Тем, кто впереди, всегда достается больше всех. Ты думаешь, тебе одному трудно? А вот басмачей бояться председатель не имеет права. Ай, что басмачи? Басмачей прогоним, Виктора. У меня вот какой помощник, смотри. Боевой парень. Ну, поехали. Счастливо.
сюда! Проскочили? По-моему, нет. Тихо! Подержи. Скорей. Скорей. Ой, ты зараза! Иди, колючками усеян путь твой. Пусть твоя дорога не приведет тебя никуда.
И чтобы никто не слышал. Не услышат. А сюда им не подойти. У нас часовые. Наелся. Теперь к делу. Я хочу испытать вашу смелость. Так, вот ружье. Кто из него попадет в цель, тому оно и достанется. А целью будет Бегенч. Не пускать! Они не мужчины, пусть уходят. Да, мы не мужчины, у нас и жен нет. Он верно сказал, мы женщины. Убирайтесь. Придачу даю коня. Сделаем по-другому. Будем тянуть жребий. Вот 7 гильз. Одна из них черная. Кто ее вытянет, тот и пойдет.
Thank you.